Hey everybody, this is Christina and I'm here to help you boost your Russian. This is part 3 of the series Learn Russian Through Stories, where we read a book about Cheburashka and his friends. In this video, we'll be going through chapters 6 and 7, and as usual, I'll be reading them to you in slow Russian. If you haven't watched the first two parts, I'll leave the links in the description. If you like the idea of learning Russian through stories and want me to read other Russian stories for beginners or intermediates in the future, leave a comment below with your suggestions. Now let's start. Глава 6. На следующий вечер Чебурашка первым пришел к крокодилу. Гена в это время читал. Он очень любил читать серьезные книги, справочники, учебники или расписание движения поездов. «Послушай», – спросил Чебурашка, – «а где же Галя?» «Она обещала сегодня зайти», – ответил Гена, – «но ее почему-то нет». «Давай навестим ее», – сказал Чебурашка, – «ведь друзья должны навещать друг друга». «Давай», – согласился крокодил. Галю они застали дома. Она лежала в кровати и плакала. «Я заболела», – сообщила она друзьям. «У меня температура. Поэтому сегодня в детском театре спектакля не будет. Ребята придут, а спектакля не будет». «Спектакль будет», – гордо произнес крокодил. «Я заменю тебя». Когда-то в юности он занимался в театральном кружке. Правда? Это было бы здорово. Сегодня идет Красная Шапочка, а я играю внучку. Ты помнишь эту сказку? Конечно, помню. Ну вот и прекрасно. Если ты хорошо сыграешь, никто не заметит подмены. Талант делает чудеса. И она вручила крокодилу свою красную шапочку. Когда ребята пришли в театр, они увидели очень странный спектакль. На сцене появился Гена в красной шапочке. Навстречу ему вышел серый волк. «Здравствуй, Красная Шапочка!» – произнес он и остолбенел. «Здравствуйте!» – ответил крокодил. «Куда это ты идешь?» «Да так, я просто гуляю». «Может быть, ты идешь к своей бабушке?» «Да, конечно», – сказал крокодил. «Я иду к ней». «А где живет твоя бабушка?» «Бабушка в Африке, на берегу Нила». «А я был уверен, что твоя бабушка живет вон там, в лесу». «Совершенно верно.
Там у меня тоже живет бабушка, двоюродная. Я как раз собирался зайти к ней по дороге. «Ну хорошо», — сказал волк и убежал. Дальше он, как положено, прибежал к домику, съел бабушку Красной Шапочки и лег вместо нее в кровать. Гена в это время сидел за сценой и перечитывал забытую сказку. Наконец он тоже появился около домика. «Здравствуйте!» – постучал он в дверь. «Моя бабушка здесь?» «Здравствуйте!» – ответил волк. «Я твоя бабушка». «А почему у тебя такие большие уши, бабушка?» – спросил крокодил на этот раз правильно. «Чтобы лучше тебя слышать». «А почему ты такая лохматая, бабушка?» Гена снова забыл слова. «Да все некогда побриться, внученька. Много дел». Разозлился волк и спрыгнул с кровати. «А сейчас я тебя съем». «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал крокодил и бросился на серого волка. Он совсем забыл, где находится и что ему нужно делать. Серый волк в страхе убежал. Дети были в восторге. Они никогда не видели такой интересной красной шапочки. Они долго хлопали и просили повторить все сначала. Но крокодил почему-то отказался. И почему-то долго уговаривал Чебурашку не рассказывать Гале, как прошел спектакль. Глава 7. Галя долго болела гриппом, и врачи запретили приходить к ней, чтобы друзья не заразились. Поэтому Гена и Чебурашка остались вдвоем. Как-то вечером после работы Чебурашка решил зайти в зоопарк, чтобы навестить крокодила. Он шел по улице и вдруг увидел грязную собачку, которая сидела и тихонько скулила. «Почему ты плачешь?» – спросил Чебурашка. Чебурашка сел рядом с ней, подождал, пока она перестанет плакать, и сказал: «Ну, рассказывай, что с тобой случилось?» «Меня выгнали из дома». «Кто тебя выгнал?» «Хозяйка». Собачка опять начала плакать. «За что?» – спросил Чебурашка. «За просто так. Не знаю, за что». «А как тебя зовут?» «Тобик». И собачка рассказала Чебурашке свою короткую и печальную историю. Вот она. Тобик был крошечной собачкой
совсем-совсем маленьким щенком, когда его принесли в дом к будущей хозяйке. «Ах, какая прелесть!» — говорила хозяйка, показывая его гостям. «Не правда ли? Он очень мил». И гости говорили, что он очень мил. Все играли со щенком и угощали его конфетами. Время шло, и щенок рос. Он уже не был таким симпатичным и таким неуклюжим, как раньше. Теперь хозяйка, показывая его гостям, не говорила «Ах, какая прелесть!», а наоборот говорила «Моя собака ужасно некрасивая, но не могу же я ее выгнать, ведь у меня такое доброе сердце». Но однажды кто-то принес в дом нового щенка. Он был такой же симпатичный и неуклюжий, как Тобик раньше. Тогда хозяйка, недолго думая, выставила Тобика за дверь. Не могла же она держать двух животных сразу. «Что же мне делать с этой собачкой?» – подумал Чебурашка. Можно было, конечно, взять ее с собой. Но Чебурашка не знал, как на это посмотрят его друзья. А вдруг они не любят собак? Можно было оставить собачку на улице, но ее было очень жалко. А вдруг она простудится? «Знаешь что?» – сказал Чебурашка наконец. «Вот тебе ключ. Иди пока посиди в моем домике, согрейся, а потом мы что-нибудь придумаем». После этого он пошел в зоопарк. If you found this series Learn Russian Through Stories useful, give this video a like and remember to subscribe if you don't want to miss me reading in slow Russian the rest of this popular Russian story for beginners. I'll see you in the next video.